Друзья, за последние недели мы с вами построили огромное количество разных агентских workflow, используя Claude Code, Antigravity, Perplexity, компьютер, который вышел недавно, естественно, OpenClaw, Agent мы недавно обсуждали. И, наверное, самое большое осознание, к которому мы приходим, примерно звучит таким образом. Скажем так, персонали либо бизнесы будут иметь различное количество агентов для своих задач. То есть вне зависимости от типа задач, для каждой задачи будет предусмотрен свой агент. Этот агент сможет коммуницировать с любыми другими агентами, в свою очередь эти агенты будут коммуницировать с другими агентами, и так до бесконечности, пока задача не будет выполнена. И это, скорее всего, будет выполняться недетерминированными агентами. Я еще все объясню. Дело в том, что мы с вами еще некоторое время назад начали с такого понятия, как детерминированные агенты. Ну, то есть какого-то фиксированного определения нет, но мы можем понимать под, скажем так, workflow автоматизациями детерминированные агенты. Мы рассматривали с вами такие инструменты и плотно рассматривали, как Envocyman, как Zapier, как Langflow, как Make и остальные инструменты, которые позволяют выстраивать workflow и внедрять туда автоматизации с помощью искусственного интеллекта, как элементы этих workflow. И мы с вами должны понимать, что такие автоматизации обладают рядом преимуществ. Это детерминированный workflow, то есть мы определяем, что происходит в какой последовательности. Это очень классный инструмент оркестрации, то есть в ключевых узлах выбор, куда идти, по какой ветке развития workflow может принимать искусственный интеллект, либо какой-то жесткий алгоритм. Ну и, конечно же, мы с вами сами определяем инструменты, которые будут использоваться в этой автоматизации для того, чтобы добиваться результата и выполнять какие-то задачи. Но вот в последнее время у нас с вами на радарах и активно развиваются такие агенты, которые мы можем назвать недетерминированными, либо это агентский AI, полноценные AI-агенты. И, конечно, самый массированный толчок развития произошел благодаря OpenClaw. Мы про него много говорили. Естественно, сюда же входит и Claude Code, и их недавняя разработка Claude Cowork. Сюда же входит Agent, который мы обсуждали, и Perplexity компьютер, который вышел совершенно недавно, и еще масса инструментов, которые работают на базе, которые работают под одной философией, недетерминированно. Вообще, что это понятие может означать в контексте данных продуктов? Давайте посмотрим на примере Perplexity компьютер. Это значит, что мы даем задачи и навыки нашим агентам, и они пытаются выполнить наши задачи любыми возможными способами, имея в виду, что у них есть полный доступ к операционным системам и их возможностям на компьютерах, на которых они сейчас находятся. Конечно, это может быть удаленный компьютер, мы вот разворачивали на удаленном компьютере Agent пару видео назад, либо это может быть ваш собственный компьютер, и ваш недетерминированный агент получает доступ ко всем ресурсам этого компьютера и пытается выполнить любую вашу задачу до тех пор, пока не достигнет результата, либо пока не наткнется на непроходимую защиту или стопроцентную невозможность выполнить его. Например, из-за прав доступа или невозможности доустановить какой-то инструмент. Эта философия предполагает, что мы используем нейронки, у которых есть в базе большое количество знаний и умений уже. Мы их можем обогащать скиллами, то есть навыками делать что-то новое, либо усиливать то, что они умеют сейчас. Также мы их можем обогащать MCP-серверами, то есть давать им доступ к внешним ресурсам для выполнения каких-то специфических сложных задач на внешней стороне и получения результатов обратно в нейронки. Мы им даем крутую память, то есть история чатов, либо ключевые кусочки информации, которые мы уже обсуждали или рождались в рамках нашей дискуссии, сохраняются прямо на машине, и агент имеет доступ к памяти, когда необходимо. Наверное, самое важное, что и спровоцировало хайп в таком примере, как OpenClaw, это удаленный контроль, то есть мы можем получать доступ к нашему агенту извне, например, через Telegram или WhatsApp или Slack или вообще любой мессенджер, который мы к нему подключим. Ну и финально, я бы сказал, наверное, это один из самых важных навыков, это гибкость и способность повторять попытки при неудачах. То есть, когда агент получает какую-то задачу от нас, он сначала может сделать ресерч, каким образом лучше всего ее выполнить. Например, используя базовые знания нейронки, на которой он работает, либо сделав ресерч в интернете, в социальных сетях. Потом попробовать выполнить задачу, и в случае, если он натыкается на невозможность, начать делать повторы,
То есть, да, устанавливать какие-то нехватающие инструменты, и так до момента, пока задача не будет выполнена, либо не будет встречен стопроцентный фейл. И у такого подхода, естественно, есть огромное количество преимуществ. Ключевые преимущества в том, что, естественно, нейронка, по сути, не ограничена практически ничем, кроме своей базы знаний и навыков, которые мы ей дали для того, чтобы выполнять наши задачи. Все это хранится централизованно, то есть мы, по сути, можем настроить агента, отдать ему навыки и давать совершенно различные задачи, не подстраивая его отдельно под каждую из них, и ждать выполнения этой задачи, и ожидать позитивного результата. И все это приходит к тому, что вы это можете встретить понятие на просторах социальных сетей, что мы с помощью такого подхода уходим от понятия промптирования агента, а приходим к понятию намерений. То есть мы меньше проектируем, как конкретно, что должно происходить, а мы рассказываем про свои задачи и намерения. И благодаря ресерчу агент может сам спроектировать план действий, по которому он будет выполнять наши задачи и достигать позитивного результата в наших намерениях. Но такой подход имеет и огромное количество минусов тоже. Так как задач у нас может быть большое количество, мы начнем обогащать нашего агента огромным количеством навыков, инструментов, MCP-серверов. То есть я часто встречаю кейсы, когда в одного агента загружаются до 50 инструментов различных. Это приводит к невероятно огромному размеру контекста, то есть мы можем запросто видеть, как в OpenClaw первый промпт в нейронку сразу выжигает 50-60 тысяч токенов, потому что вместе с промптом человека туда загружается вся информация об инструментах, MCP-серверах и навыках агента. Естественно, это приводит к тому, что использование такого агента становится невероятно дорогим удовольствием, потому что за эти токены кто-то должен платить, и, как следствие, огромный контекст, дороговизна приводит к нечеткости использования этих инструментов, потому что среди этого контекста, если мы используем не самые топовые последние нейронки, могут теряться инструменты, которые реально должны быть использованы для отработки нашего намерения. Ну и, в принципе, мы разочаровываемся и перестаем использовать агента и возвращаемся обратно к детерминированным агентам. Так куда же это все идет, по лично моему мнению? Это все приходит к маленьким специализированным агентам. В таких специализированных агентов загружаются буквально 3-5 инструментов, среди которых довольно сложно потеряться. Это приводит к маленькому контексту агента и означает, что такие агенты могут использоваться с меньшими, более дешевыми моделями, без серьезной потери качества выполнения задач такими агентами. И такие агенты должны менеджериться централизованно, чтобы либо пользователь, либо нейронка могли переключаться между ними, соответственно, таким образом получать доступ к инструментам и навыкам агента и получать результаты на выходе. Из самых очевидных кейсов использования мы можем создать агента для project management, который имеет доступ к Trello, Linear или любому другому task-трекеру, который вы используете. Естественно, на ум приходят CRM-агенты, которые имеют доступ к вашему HubSpot, Bittrex, подсоединяются к ним через MCP-серверы, либо через скиллы. Дата-скрейпинг или ресерч в интернете по вебу, по социальным сетям. Очевидно, email-агент, который либо коммуницирует непосредственно с вашим Гуглом, либо у которого есть своя отдельная почта, который может слать результаты своих исследований на вашу почту, либо отвечать вашим клиентам как отдельный ассистент. Кстати, очень полезный кейс, у меня он сейчас работает, довольно крутая тема. Ну, либо генерация видео, то есть сейчас уже огромное количество есть MCP-серверов и скиллов, которые позволяют создавать видео. Вот мы обсуждали недавно один из таких скиллов, он буквально по вашей истории, либо по вашему рассказу создает последовательность сцен, генерирует анимацию и отдает анимацию вам. Туда же могут быть подключены навыки, озвучки, и агент может ее подключать в случае, если ваши сцены требуют звукового сопровождения. Конкретно для этих задач с сепарированными агентами я лично использую Agent. Это продукт, к которому наша команда имеет непосредственное отношение. И здесь ключевая особенность как раз в изолированных проектах. То есть в рамках одного AI-агента вы можете создавать любое количество изолированных агентов, каждый со своим набором скиллов, MCP-серверов, знаниями, памятью, и переключаться между ними и просить выполнять те или иные задачи. Это open-source проект, поэтому если вы попробуете и вам понравится, обязательно оставляйте звезду на GitHub. Сам интерфейс минималистичный, довольно простой. Как видите, здесь у меня в конкретном моем агенте есть 4 проекта для исследования вопросов в вебе, для создания презентаций, для ресерча и для аналитики YouTube. И к нему же у меня подключен Telegram. То есть я могу сказать, в каком проекте мы сейчас.
И сама автоматизация, мой сам агент отработает мой запрос и скажет, что мы сейчас находимся в таком-то проекте. То есть мы сейчас находимся в проекте под названием браузер. Давай перескочим в проект YouTube, и, соответственно, я отправлю этот запрос. Агент умеет через обычный человеческий запрос перескакивать между разными проектами. Он говорит, мы переключились с тобой в проект YouTube. Я скажу, давай с тобой сделаем аналитику, какие самые актуальные темы по ИИ обсуждались на YouTube за последнюю неделю. И теперь этот ответ может занять какое-то время, буквально несколько минут, потому что сейчас агент начинает использовать все инструменты и навыки, которые мы его научили. Кстати, сам ответ не так много времени занял. Мы можем перейти в наш агент и увидеть, что конкретно он делал. Кстати, так как я делал это исследование совершенно недавно, у меня прямо в этом агенте лежат файлы с отчетами. И он вместо того, чтобы делать повторные исследования, просто увидел, что у меня есть такие файлы, прочитал его, как вы видите, и выслал мне summary по этому файлу, вместо того, чтобы использовать инструменты. Здесь мы можем увидеть, что конкретно у этого агента у меня скилл Notebook LM и SERP, то есть это скиллы, которые позволяют делать хороший, качественный ресерч по заданной тематике. И, соответственно, я могу вернуться в свой Telegram и сказать, вышли мне файл с исследованиями сюда, и, соответственно, наш агент сможет посмотреть, какие файлы уже лежат у него рядом, и выслать мне этот файл. Говорит, вот тебе твой файл, вот моя табличка, я отправил тебе файл исследований по актуальным темам ИИ на YouTube за последнюю неделю в этот чат. Друзья, обязательно говорите, что вы думаете по данной теме, куда развивается индустрия, используете ли вы уже агентский AI или недетерминированный workflow. Ну а с вас, как всегда, лайк этому видео, подписка там внизу, и обязательно пишите комментарии, потому что так алгоритмы подхватывают видео, и его смотрят как можно больше людей и узнают больше про искусственный интеллект. Ну а на этом все. До скорых встреч!